Чего им не хватает для полного счастья? Им всем уже за 30. Теперь фанаты и пресса задают только один вопрос: кто из Бантан первым наденет обручальное кольцо? Мы нашли скрытые намеки, странные покупки недвижимости и случайные фразы в интервью. Вы будете в шоке, но главный кандидат на свадьбу в 2026 году вовсе не красавчик Ви с его громкими слухами и даже не романтик Чингук. Пока все следят за Макналайном, один из участников уже, похоже, готовит детскую комнату в своем особняке. Кто же этот тайный жених? 2026 год стал переломным не только потому, что BTS вернулись полным составом. Вы заметили, как изменилась их энергетика? Армия – это жирная черта, которая делит жизнь мужчины на «до» и «после». Раньше они были просто айдолами. Сейчас перед нами взрослые, уверенные в себе мужчины, которым уже за 30. В корейской культуре это критический возраст, когда общество перестает спрашивать про цвет волос и начинает жестко требовать семью. Табу на брак рушится. Чен из EXO и Бобби из iKON доказали, что можно быть любящим мужем и при этом собирать стадионы. Компания Hype это прекрасно понимает, эпоха айдол принадлежит фанатам закончилась. Фандом армии тоже повзрослел. Мы больше не устраиваем истерики из-за слухов, мы хотим видеть парней счастливыми по-настоящему. Страх потерять карьеру из-за кольца на пальце ушел. 2026 – это самое безопасное время для первой свадьбы в истории BTS. Вопрос только один: кто из 7 первым наберется смелости сделать этот шаг? Если смотреть на факты трезво, то лидер группы RM – это самый очевидный претендент на роль главы семейства. Намджун уже давно не ведет себя как типичный айдол. Его жизнь – это музеи, искусство, природа и спокойные вечера с книгой. Это идеальный портрет не тусовщика, а мужа. В последних интервью 2026 года он чаще других говорит о наследии и будущем. Вспомните его фразу про мини Намджуна. Это была не просто шутка. Психологи говорят, что мужчина начинает говорить о детях, когда он ментально готов к ответственности. К тому же, RM первым из мемберов купил недвижимость, которая больше подходит для большой семьи, чем для холостяка. Он создал вокруг себя атмосферу стабильности. Пока другие ищут приключений, Намджун строит гнездо. И если завтра мы увидим новость о его помолвке, это будет самым логичным завершением его трансформации из рэпера-бунтаря в мудрого отца. Если с RM'ом все логично, то с Мин Юнги ситуация самая непредсказуемая. Шуга – это тот участник, от которого можно ожидать чего угодно, кроме открытых свиданий под прицелом камер. Он ненавидит публичность в личной жизни. Пока фанаты ищут девушек у Чингука, Шуга молча делает свои дела. Эксперты уверены, мы никогда не узнаем имя его невесты до самой свадьбы. Скорее всего, он просто выложит фото кольца в соцсети с короткой подписью «Я женился». И это будет в его стиле. Вспомните его слова. Он мечтает о тихом счастье и стабильности. Юнги не нужен хайп на отношениях. Ему за 30, он мультимиллионер и гениальный продюсер. Ему нужна женщина, которая поймет его сложный график и любовь к тишине. И, возможно, такая уже есть рядом, просто Шуга умеет хранить секреты лучше всех в индустрии кей-поп. Возраст Джина – это самый громкий сигнал. Ему уже 33 года. В корейском обществе, особенно в таких влиятельных семьях, как у него, это уже тот самый рубеж, когда родители начинают требовать внуков. Джин – старший, Матхён. В Корее это не просто титул, это обязанность первым продолжить род. Его отец – крупный бизнесмен, и вопрос наследников стоит острее, чем у остальных участников. К тому же, Джин финансово готов к семье лучше всех. У него есть бизнес, недвижимость и четкий план на жизнь. За маской весельчака скрывается серьезный мужчина, который уважает традиции. Если Джин объявит о свадьбе, это будет не спонтанное решение, а долг перед семьей, выполненный с достоинством и любовью. Если со старшими участниками все более-менее понятно, то младшая троица – это настоящее минное поле.
Ви, Чимин и Чингук сейчас находятся на пике своей мировой славы, и любое неосторожное движение может стоить им и агентству хайп миллионы долларов. Давайте разберем каждого детально, потому что здесь все не так просто, как кажется на первый взгляд. Начнем с Ким Тэхёна, которого мы знаем как Ви. Это самый сложный случай. С одной стороны, Ви всегда открыто говорил, что его главная мечта – стать хорошим отцом, как его папа. Он обожает детей, и фанаты армии помнят его слова о том, что он хочет 3 или даже 5 наследников. Казалось бы, он идеальный кандидат на свадьбу. Но вспомните громкую историю с Дженни из Blackpink. Этот скандал показал, насколько болезненно мир реагирует на его личную жизнь. Сейчас Ви – лицо бренда Celine, икона моды и актер. Женитьба в 2026 году может затормозить его карьеру на взлете. Он слишком ценит свою свободу и искусство, чтобы запереть себя в браке прямо сейчас. Теперь Чимин. Это человек-загадка. Пак Чимин известен своим перфекционизмом и невероятной преданностью группе. Инсайдеры говорят, что он женат на сцене. Чимин – самый осторожный из всех. Если у него и есть отношения, то он прячет их в бункере за 7 замками. Для него фанаты – это святое, и он боится их ранить больше всех. Скорее всего, Чимин будет последним из группы, кто решится на официальный брак, потому что его чувство ответственности перед командой всегда стоит выше личных желаний. И, наконец, наш золотой Макне Чингук. Ему всего 29 лет. По корейским меркам он все еще ребенок, у которого вся жизнь впереди. После грандиозного успеха альбома «Golden» и контракта с Кельвин Кляйн, Чингук стал мировой поп-звездой уровня Майкла Джексона. Сейчас его график расписан по минутам. В своих эфирах он открыто говорит, что наслаждается холостяцкой жизнью. Он сам готовит, убирает, стирает и чувствует себя абсолютно комфортно в одиночестве. Его фокус сейчас – это музыка и рекорды. Женитьба для Чингука в 2026 году выглядит как фантастика. Он слишком любит свободу и спонтанность, чтобы связывать себя узами брака именно сейчас. Поэтому, если вы ждете новостей от Макнелайн, приготовьтесь ждать еще как минимум 3 или 4 года. Подводим итоги нашего расследования. Макнелайн пока отпадает, у Ви, Чимина и Чингука сейчас время карьеры, а не свадебных колоколов. Их график расписан до 2030 года, и рисковать любовью фанатов они пока не готовы. Поэтому наш вердикт однозначен. С вероятностью 80% первым женится лидер группы Ким Намджун. Он уже построил дом, посадил дерево и ментально готов вырастить сына. Либо нас ждет внезапный сюрприз от Мин Юнги, который сделает это абсолютно тайно и без лишнего шума, просто поставив нас перед фактом. А как вы отреагируете, если завтра утром откроете новости и увидите свадебное фото своего биаса? Будете плакать или радоваться? Напишите в комментариях, кто, по-вашему, станет первым мужем в BTS.